Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Продолжаем давать вторую жизнь старым вещам, но старым это не означает ветхим. Эти ткани послужат еще не один год. Из этой кофточки мне понадобится вот этот фрагмент из цветов. И эта ткань плательная, а это тоже из распоротой вещи. В процессе работы я могу добавить еще какую-то ткань, а может быть обойдусь этими тремя. На изнаночной стороне я очертила фрагмент рисунка таким образом, чтобы после сшивания края рисунка у меня не оказались в шве. И у меня получился размер 22,5 на 22,5. И теперь я это вырежу. Вот я вырезала. И так как это трикотаж, ткань нестабильная, я взяла для основы квадрат из фланели. И теперь я найду середину, центр квадрата. И точно так же найду середину центрального квадрата с рисунком. Совместила центры, и вот квадрат с рисунком у нас на основе. Я очень люблю использовать фланель в качестве основы, потому что большинство тканей на фланели просто залипают. Я вам сейчас это продемонстрирую. Видите, да? Она просто тянет за собой фланель. И поэтому никаких клеевых я здесь использовать не буду. Из коричневой ткани я вырезала вот такие полоски шириной 4 сантиметра. И сначала я пришью с двух противоположных сторон. А затем по бокам. Вот, пришила с двух сторон. И теперь боковые стороны полоски вырезаем по размеру после того, как пришиты верхняя и нижняя полоски. И дальше в таком же порядке пришиваю цветные полоски шириной 7 сантиметров. Ну вот, цветные полоски на месте. Осталось сделать крайние полоски, и я хотела сделать их также коричневыми, чтобы сохранить монохромность. Но когда приложила, поняла, что получается мрачновато. Надо добавить радости. У меня нашлись летние распоротые брюки. Вот их я и порежу на полоски. Вот, девочки, я завершила блок светлыми полосками, выровняла, обрезала края, и у меня получилась деталь размером 42,5 на 42,5. Ну и вот так выглядит изнанка. Она останется внутри наволочки. Середину я не стала закреплять, хотя можно, конечно, кое-где пройтись по рисунку. Но я не думаю, что она будет болтаться, отходить от основы, тем более, что будет натянута на подушку. На заднюю сторону наволочки выкроила две детали, одна больше другой. На меньшей детали сделала подгибку где-то около 1,5 сантиметров. На большей детали подгибка 2,5 сантиметра. Сначала я накладываю на заготовку большую деталь лицом вниз, затем меньшую деталь, тоже изнанкой наверх, выравниваю края, скалываю
и стачиваю все по периметру, замыкая шов. Вот я прошила. И теперь срезы можно обработать швом зигзаг, а я закрою это полосочками органзы подходящего цвета. Девочки, хочу показать вам, как я пришиваю бейку. Я отрезаю, вернее, отрываю вот такую полоску ткани по долевой, шириной она 4 сантиметра. Вот я пришила сначала к одной стороне, вот я ее закрыла, вторую полоску я начинаю вот таким образом, подгибая, и затем пристрачиваю по всей длине. Вот, пришила ко второй стороне, лишнее срезаю. И таким образом наш уголок оказывается чисто обработанным, собственно, как и весь край. И так поступаю с 3 сторонами. Ну вот, я закрыла срезы по 3 сторонам. 4-й край я делаю подгибку с 2 концов, вот таким образом. И теперь я просто отгибаю, подворачиваю и подшиваю. Осталось вывернуть и показать вам во всей красе. И вот наволочка готова. Я ее надела на дежурную подушку. Размер наволочки стандартный, 40 на 40. И теперь я жду ваших оценок. Надеюсь, вам понравилась моя работа. Если это так, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. И проверьте, чтобы ваш колокольчик был серым, то есть чтобы он был активным, чтобы вы могли получать уведомления о моих новых работах. А всех с теплой осенью и до скорых встреч!